Всем привет! Hard Use тестирование ножа от фирмы Hulta Force, модель Heavy Duty Knife. С виду, лично для меня на картинках, он всегда выглядел как обычная мора. Но на очень многих ножевых форумах этот нож называется не иначе как танк, и ходят слухи о его безумной прочности. Честно говоря, по картинкам этого не понять, но когда берешь этот нож в руки, то и правда создается ощущение некой уверенности из-за вот этого достаточно толстого обуха и такой очень плотной конструкции этого ножа. Ну, поэтому я считаю, что не лишним будет проверить его в хардюзе для маленьких фиксидов. Нож абсолютно новый, высокоуглеродистая сталь. Можно показать клиночек вблизи. Здесь у нас присутствует подвод, помимо сканди спусков. Вот так вот выглядит обух, кончик. Нож достаточно острый, не супер острый. Новые моры приходят, я бы сказал, острее, но режет паракорд с отскоком. Давайте попробуем отрезать пару раз сизалевый канат тонкий. Довольно легко, никаких затруднений это не вызвало. Ну и приступим к тестам. Начинаем с кабеля. Достаточно большое усилие приходится прилагать, но тем не менее продавливанием режет. И на режущей кромке у нас есть первое повреждение. Можно увидеть, что здесь достаточно много засветов. Честно говоря, я не припомню ножей, которые после кабеля вот так сильно тупились. Но нужно не забывать, что это вот здесь, вот в этом месте, вот он, паракорд не продавливает. Ну что ж, ничего страшного. Двигаемся дальше. Открываем баночку. Очень бодро и агрессивно он режет по этой жести. Да. Ох. Фу. После банки на режущей кромке появились достаточно серьезные повреждения. Не знаю, как бы это показать.
большие сколы. Вот здесь вот можно видеть или замины. В общем, вот эта часть очень-очень сильно пострадала. Может быть, вот так будет лучше видно. Ну, сейчас видно лучше всего, мне кажется. Повреждения достаточно серьезные. То есть это уже переточка. 100%. Продолжаем со строганием алюминия. Можно видеть, вот какую стружечку поднимает этот Сканди. В принципе, довольно мощный. Клиночек здесь, рукоятка довольно толстая. Можно хорошенько приложить усилия. В плане заточки, то сейчас будет трудно различить, где прошлые сколы. Но работала сейчас вот эта часть, на банке больше вот эта. Сейчас работала больше вот эта часть, и здесь она просто мягко затупилась. Можно видеть такой цвет по всей длине режущей кромки. Давайте проверим паракорд. Вот, все. Ну, вообще не режет. Ну что ж, честно говоря, поведение режущей кромки нужно признать слабоватым. Переходим к тестированию кончика. Первый тест на пробивание. Оцинкованный металл 0,8 мм. Я ударил 6 раз, потому что в один из разов попал в уже сделанное отверстие. Вот. Очень сильно не хватает темляка на рукояти. Рука, несмотря на вот этот упор, соскальзывает вперед. Ну и смотрим на кончик. Кончик получил повреждение. Вот отсюда вот с обуха можно видеть, что он достаточно сильно смялся. Двигаемся дальше. Оцинкованный металл 1 мм. Я буду использовать резиновый молоток, потому что рукоять, даже несмотря на упор и перчатки, достаточно травмоопасна.
5 ударов. Кончик, в принципе, продолжил заминаться, но каких-то сумасшедших разрушений я не вижу. И далее у нас нержавеющая сталь толщиной 1 мм. Буквально несколько ударов, потому что это очень жесткий материал. И можно видеть, что кончик прям таки обломался. Самый кончик, вот он просто сминался до какого-то момента и потом просто обломился. Двигаемся дальше. Проверка стойкости кончика в ковырянии древесины. Достаточно мощно он ковыряет. Ну что ж, очень неплохо. Клинок не погнулся. Вот так вот. Ковырял очень-очень уверенно. Здесь никаких претензий. Единственное неудобство, опять же, возможно, рукоятка. Она удобна для реза, но она неудобна на укол, на долбление какое-то. Далее у нас идет метание, но так как метать в живые деревья я не очень хочу, я применю тест на удары плашмя, как я делаю с большими фиксидами. В принципе, он сымитирует нужный стресс на всю конструкцию. Жаль, что нет темляка. Теперь, держа за клинок, удары рукояткой. Даже не знаю, как это. Сидит клиночек в рукояти очень плотно, ничего не разболталось. Я опасался, что здесь начнутся какие-то трещины. Но ничего, нету, пластик держит хорошо. Далее немножко порубим этим клиночком.
О, хорошо. Ну, честно говоря, рубить он отказывается. Он вот не входит он сюда. Оставляет только такие вот зарубки. Кончик сейчас в одном из ударов соскочил. Ударил по бетону. Вот можно видеть здесь. Это такой незапланированный тест. Но здесь вот очень такие глубокие сколы на кончике появились. Ну и закончим с батонингом. Здесь как раз сучок, вот с этой стороны видно. Здесь вот сучок, и по батоням как раз. Ну, в плане самой производительности в этой работе нож не показывает ничего экстраординарного, но вся конструкция выдержала нагрузки. Вот так вот выглядит режущая кромка. Ну что ж, нож остался целым, никаких серьезных повреждений в плане конструкции я не заметил вообще. И возможно, я могу отметить некоторое несоответствие вот этой вот прочности самой режущей кромки к прочности самого ножа. Но если взять отдельно клинок и отдельно рукоять, у них есть некоторые сильные стороны и некоторые недостатки.
В целом дает нам очень неплохой нож. За сколько? За 9 евро. Это очень и очень достойный результат. Все. Покажу вам его после переточки. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай. Всем привет. Нож переточен. Давайте посмотрим на него сейчас. С момента теста до переточки прошло достаточно много времени. Тестирование проводилось в конце декабря, а переточен нож был только лишь в мае. Поэтому очень долго он пролежал без дела в своих ножнах. На клиночке образовалась вот такая вот патина, что в принципе не является чем-то удивительным или необычным для углеродистой стали, а я бы даже сказал, очень ожидаемо. Во время переточки я старался максимально сохранить фабрично заданный угол заточки, который в итоге оказался около 19 градусов на сторону. Но так как сам Scandi Grind на этом клинке по всей длине очень такой неравномерный, и кроме того на кончике выяснилась одна такая не очень приятная особенность того, что гринд вообще начинается в разных местах, перепад практически в 2 раза. Поэтому с одной стороны подводик вышел такой достаточно аккуратный, а с другой очень такой широкий. Но мне кажется, что главное в том, что сейчас угол заточки абсолютно одинаковый с 2 сторон, и это очень важно для такого вот рабочего ножа. Перетачивалась эта режущая кромка вплоть до 3000 камня включительно. Это не является каким-то супер финишем, но рассмотрев режущую кромку после 3000 в микроскоп, я построгал деревяшку и понял, что на этом можно останавливаться, потому что нож имеет очень хорошую остроту, очень стойкую кромку, и этого более чем достаточно для такого вот простого, неприхотливого рабочего ножа. Точилась сама по себе эта углеродистая сталь очень хорошо, никаких сюрпризов, никаких подводных камней, то есть, ну, грубо говоря, как по учебнику. Образуется заусенчик, кромочка хорошо принимает остроту, все очень ожидаемо и адекватно. Единственное, что я не восстанавливал до конца, это может быть вот самый кончик этого клинка, потому что здесь мне пришлось бы снять очень много металла, а мне этого не очень хотелось. Но в целом я считаю, что нож на 100% восстановлен, полностью находится в рабочем состоянии и может выполнять любые работы. Поэтому это такая история с счастливым концом, чему я очень рад. Все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Пока. Бай-бай.